Так, ну что же, всех с моим досиком, с вами Антосик, у нас тут вновь гейщит импакт наш. Сейчас я быстренько гляну, все идет, все идет. В общем, продолжаем, проходим все дела, вся хуйня, но, сегодня у нас, наверное, мы начнем с отдельной опять заданки. Как-то я, блядь, сейчас, наверное, опять оттяну продолжение сюжеточки немножечко, но нам это нужно. Нам, короче, нужно пройти вот эту херню. Я в прошлый раз уже взялся такую тему делать на видосах, то ладно, тогда будем поднимать вот этот ранг приключений, или как там оно называется, на видео. Меня, скорее всего, там отпиздят. Меня, скорее всего... Блять, я не туда нажал, ладно. Меня, скорее всего, там нахуй выебут. Ну... Что поделать? Так, я, кстати... Не понял прикола, что у меня немножко звук как будто бы под это подхерачивается. Сейчас я проверю быстренько. Так, все. Окей. Короче, нам, получается, нужно опять пройти херню с этим подземельем. Если оно окажется сложным, это пиздец, конечно. Это будет прям максимальный пиздец. Так, а что нам нужно-то? Сейчас 5 сек. Это точно то, что нужно? Ща. Так, войдите в руины. Ага. Не, ну я так понимаю, да, это то, что нужно. Ну, погнали тогда в соло. И... Ну, у меня это лучший самый отряд, поэтому возьму, пожалуй, его. Я просто хз, я типа вот вкачал как мог всех, кого только было возможно. Наверное, конечно, это тупо проходить эту херню с рангом приключения поднятием и т.п. на видосах, но кому, собственно, не похуй. Так, возвышение, возвышение, охуение. Я вспомнил, да, точно. Вот, нам же нужно сначала немножечко пройти, а потом, скорее всего, нам опять ебучий кубник. Я правильно угадал? Бля, слушайте, а что у них так много хп-то? Ебать. Я не знаю, нужно ли всех защищать прям так максимально или нет. Лети, дружище. Вот, но я на всякий случай так сделаю, чтобы... Так, если это будет, конечно, на время... Ой, дружище, привет, ты что тут спишь? Как дела? Да не агрись на него, подожди. Спишь, походу. Ладно. Он, скорее всего, сейчас как назло проснется именно прям в тот самый момент, когда мы тут всех расчистим. Блять, ну естественно он проснулся. Куда же еще? Что же он еще мог сделать, кроме как, сука, проснуться в самый подходящий момент? Ну, а вы что еще другого? Ой, потише, полегче, дружище. Ой, только не. Я думал, начинать там хуелку-вертелку устраивать. Не, я думал, будет сложнее. Сейчас нормально. Мне что-то показалось. Я уже привык к сложности, так сказать. Кстати, да, прикол расскажу еще один такой. В общем, помните, мы на прошлом вроде как видосе, даже мы же на прошлом видосе закончили сюжеточку, там, блядь, видос затянул пиздец как сильно. Так вот, прикол весь в чем? Там с Чайлдом мы пиздились, ребенком ебучим этим. Так вот, прикол рассказываю. Я тут только понял, что... Ну как только. Я еще до этого немножко начал это догонять примерно, что... Это лютое наебалово в плане того, что вот босс как босс по сюжетке, он, сука, изичный. Но когда я, блядь, его пошел вне сюжетки проходить, сука, он меня выебал просто. Я не ебу, меня спасла просто тупо моя любимая ЦЦ. Потому что она реально ёбнутая, она хилит как не в себя, вот. Из-за чего ей было вообще абсолютно похуй на все. У меня все подохли там, и т.д. и т.п. Всем пизда наступила. Кстати, волчару на самом деле даже легче тут проходить, чем этого ебучего, сука, ребенка. Потому что, ну это пиздец, он, блядь, реально имбовый. Ну как имбовый? Он просто, у него атаки некоторые очень херовые, и некоторые просто тупо тебя самого атакуют. Так-то, в принципе, тоже там можно. Вот, это так, насущными проблемами поделиться решил с вами, потому что, ну, блядь,
Да, я столкнулся с такой проблемой как-то впервые, так как волчару там было довольно так средненько победить, то есть я его вроде после того, как по сюжетке прошел нормально, смог победить, то вот этого ебала, это был пиздец, но было весело, можно сказать. Так, мы что, опять тут летаем? Блять, вот эти лазеры, нахуй они вообще тут нужны? Твою мать, маги бездны, сука, твари, как же я вас не люблю. Ладно, хуй с вами, сидите там, это, мне вы нахуй не срались. Но я так понимаю, кстати, это одно и то же, однотипная хуйня, не? Или мне кажется? Мы ж вроде в прошлый раз, когда понимали рамку приключений, то же самое все проходили. Ну, Гоба, ну, блядь, ну как так? Не дотягиваешься, почему? А я еще к тому же сам ультую, как дебил. Ну ладно. Гоба, давай. Ну все, дружище, тебе пиздец. Беги нахуй. Так, я надеюсь, то, что там сзади были маги бездны и так далее, мне их носить не придется, потому что если это придется, то, конечно, ну такая система. По правде говоря. Но я думаю, мы сможем, даже если там будет опять какой-нибудь куб. Я надеюсь, там будет куб или что-то типа того, раз уж тут все повторяется, потому что если там будет какая-нибудь неведомая херь, которую хер победишь, то... Да... Залынит она мне, значит, тогда все конкретно, очень сильно. Ну, короче, ульты зарядим пока на всех. Будет прекрасно все как раз. Угу. Так, и что у нас тут? У нас тут... Если это опять куб, то, конечно, ничего удивительного. Если что-то новенькое, но... Что? О, бля, пацаны, доброе утро. Вы кто нахуй? Вам пизда. Может, и мне пизда, но это мы еще посмотрим. А, этот ебучий телепортатор нахуй он съебался, сука, падла. Не то взял, верни. Так, ну в принципе, за практически 8 минут... Ну тут еще не все заспавнились, да? Да, здесь, походу, еще не все заспавнились. Блять, это плохо. Больше всего не люблю, когда нужно успеть кого-то запиздить, пока кто-то следующий не заспавнился. Пойдем по лучникам. Лучники, потому что в первую очередь это должны. А этого мы будем, походу, событий пиздить заодно. Потому что он за нами сам ходит, а лучники, блядь, сидят в стороночке такие, типа, им кайф. Они пиздят меня, блядь, и все. Давай рискни, постреляй, да. Этот ебалай там что-то пэхается, куда-то херачится. Нахуй он срался вообще кому-то. Так, ну пока никого не видно вроде. Ноускейп, да? Ну, пошел нахуй. Это тебе, блядь, ноускейп. Это тебе пизда, по-моему, дружище. Это ты не на того полез явно, я тебе отвечаю. О-о-о-о. Не, я вам отвечаю, нужно просто пиздить этих челиков. А пока их пизжу, заодно попытаться угандошить этого ебала. И все. Хуяк, полетели, молодцы вообще. Ух, как их там продамажило неплохо. Так, стоп. 7, 8... А, ну да, все. Это что ты там выебываешь? Иди нахуй сюда.
Тебя растащили как лоха только что. Ты куда? А где он? А, вот. Ну и все. Ой, делов-то. С кубом это было сложнее. Честно вам скажу. Да, с кубиком было сложнее. Может, потому что я не совсем был прокачан, не до конца шарил во всем этом. А чё? В смысле? А куда? Стоп. Секунду, это не все. Блять, это не все. Стоп, или куб все-таки будет, или не будет, или... Я забыл, как эти испытания я проходил до этого. Сейчас это... Лут, ни хера не выпало, ладно. Чё это за лазеры? Нахуй они тут нужны? Что они, блять, охраняют? А хуй его знает. Ай, блять, только не в воде. Ой, сука, падлы попали. Ну, естественно. Слушайте, а ловко вы это придумали. Я сначала даже не понял. Молодцы. Так. Так, и что у нас там? Блять, если это опять будет куб, я, конечно, буду угорать явно. Прям люто угорать. Сидеть ржать как ёбнутый. О нет, только не маги бездны. Вот, сука, их на время проходить самая ущербная тема. Пацаны, съебитесь нахуй отсюда, заебали меня. Куда съебался? Ща как уебусь, сука. Так, надо же хотят по одному вынести. Блять, еблан тоже что ли упал? Все. От, сука, тварь. Сидит, блядь, радуется, ебанулся. Ничего, ладно, похер, разнесем. Ой, чё, нихуя не смешно, да? Ну все, пизда тебе. А чё не смеемся? Чё, блядь, ебанулись, а? Обосрался? Обосрался, естественно. Гобу давай, гобу. Ну и все. А, то есть мы зачислили теперь еще и на время что-то заодно. Блять, реально куб, да? Да, бля, ну куб, ну, дружище, ну ты, конечно, да. Ты, конечно, ловко придумал, но иди нахуй отсюда, заебал. Кубик, кстати, не так уж и сложно будет победить, учитывая то, что теперь я примерно представляю себе, как нужно херачить его. А, у него же, блядь, я забыл, у него электричество, ебануться. Так, кицинка получается вообще лишняя. Ну ладно. Блядь. Гобу давай. Уху. Ну а что так мало? Ну, с Гобой нужно было посидеть подольше. Ну, сейчас, блядь, сейчас будет нормально. Я себе, конечно, уклонился сейчас нормально так. Не-не-не, съебись нахуй. Не-н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 е. Ну куда ты стреляешь? Куда ты стреляешь? Зачем ты стреляешь? Не надо, тебе сейчас пизда будет.
Ну дайте мне Гобу поставить. Я не успеваю Гобу поставить с тобой. Не-не-не-не-не. Гобу, лови. А ты заебал. Так, я, наверное, способность Сянлина ставлю до конца, чтобы побыстрее пройти тогда это. Да ёб твою... Да... Тихо. Тихо, Чича, не сдохни. Чича... Да блять. Слушайте, а ловко я это придумал. Я чуть не встал. Так, ладно, отхилочка нужна небольшая. Гоба. Не, нормально. А сейчас прям разносим только так. Поломку жопу мы устроим этому кубу ебаному. Выебывается, что-то он нас быкует. Нахуй ты быкуешь? Гобу. Блять, не то. Блять, не то. Че, сдох? Не сдох. А жаль. Ну давай, Чича, блять. Ну давай. Молодец. Найс. Так. Один кубик на Гобу. Второй нахуй летел. Отсюда. Второй быстренько так. И еще один вот так. Еще один Гобу. Че, успел? Не успел, серьезно. Ну, Гобу, ну как так-то? Ну, блядь, ну ты меня, конечно, подвел сейчас. А я рассчитывал на тебя, Гобу, блядь. Ну, Гобу, ну. Так, ну все, мы ему сейчас разваливаем жопу. И все, конец точно. Ну, я-то думал, тут сейчас что-нибудь другое будет, а тут как-то... Ну, по крайней мере, вы можете заценить, какой я нихуя скилловый. Прям, да, вообще в натуре. Прям вообще без комментариев. Прям слов нету. Сдох, не сдох? Нет, не сдох еще. Да хуль ты выебываешься. Ой, блядь, кулачком пизданул меня. Молодец, конечно, молодец. Слушай, ловко ты придумал это. Ну, давай. Все, молодец. Так, разлетаемся. На частички где ты? Ты где? Заебал. Ну и все. Делов-то. Единственное, я не знаю, насколько теперь меня будут сильно ебать. В плане того, что, ну, как бы, уровень мира я поднял. А значит, то, что что-то тут явно не так. Значит, меня, скорее всего, будут пиздить. Пиздить прям тапком сильно, блядь. Ну, будут так будут. Потерпим как-нибудь. Ай, поднимемся сами и всех будем сами тапком пиздить. Вот. Получается, что? У нас получается... Не, у нас время остается на сюжетку. Нормально. Я что-то как-то, ну, прям неплохо так успел. Сколько? Минут за 15 справились, да? Так, ну понятно. Короче, дроп лучше. Но и пизды мы будем получать чаще. Награда ранга приключений. А что, я еще один, что ли, уровень понял? Я сейчас быстренько тпхнусь, гляну. Вдруг там что-то есть. А так, по сути, мы тогда сейчас вернемся к сюжеточке. Там нам нужно что-то попиздеть с Джуном Ли, вроде этим нашим, с дедом. Вот, и мы ж там целый, блядь, это мир, по сути, спасли уже. Второй раз, сука. Ну, не мир, может быть, конечно, но... Явно сделали много чего хорошего. Сначала пизданули на дракона. Точнее, помирились с ним, он поплакал, короче, и все прекрасно стало. Вот, только мы его еще попиздили за это. Ну, это уже мы не будем обращать внимание на то, что мы его пиздили. Он сам себя отпиздил. Вот, хуйня, короче, собрал тут всякие награды, нахер я это сделал. Можно было сразу к сюжеточке переходить. Где сюжеточка? Секундочку. Сюжеточка. Так, церемония Вознесения. Наведайте Джуна Ли. Ага. Ну, короче, дополнительные сюжетки мы попозже попроходим. Короче, Джун Ли. Где он там у нас? Где-то в Ливе, скорее всего. Ну, где же, блядь, он еще может быть? Так, сейчас тпхнемся в Ливе. Сгоняем сюжеточку, его посмотрим. Ну и как-то так. Вот. Так.
Так. Я, кстати, по прошлому видосу так до конца все и не состыковал. В плане того, что сам сюжет до сих пор меня немножко смущает в плане понятия. Блять, у меня, по-моему, кстати, ОБС-ка подвисает. Ща, я кое-что сделаю. Мне нравится просто так. Так. Вот, вроде получше. Ну и, короче, погнали тогда наверх. Тихо, игра, пожалуйста, не подлагивай, ты меня напрягаешь, когда так делаешь. Так, найдите Джунли. А чё его искать-то? Вот он. А, нет, стоп. А где? А верни деда. Блядь, дед трансгендером стал, помогите, что делать. Ладно, паромщица. В смысле паромщица? Он уплыл куда-то? Он чё, охуел? I'm afraid that Wangsheng Funeral Parlor isn't in the best state to receive guests. А чё, в смысле? We've come to see Zhongli. Could you please tell him we're here? Unfortunately, Zhongli isn't here at the moment. It seems he went to Northland Bank. Doesn't the Northland Bank belong to the Fatui? Last time we saw Zhongli was before we went to the Golden House. Do you think he doesn't know about the attack on Liyue? Visiting the Fatui at a time like this could only mean more trouble. We had better go and make sure that everything is okay. Стоп, а если... Джунли хуи. Он на самом деле наебер тоже. Ля, слушайте, ну это, конечно, будет приколдес, неожиданный такой. Ну просто типа у нас как бы ебучий ребенок импостером был. А почему бы ему не быть ни с того ни с сего? Куда нам, наверх, что ли? Блять, выше, да, нихуя не понимаю. До сих пор в этих всех построениях. Выше, еще выше. Куда, блять, выше-то? Ёбаный сыр. Стой, подожди, не прыгай. Не прыгай. Так, ага. Ну, пошли. Что он там забыл, посмотрим. А что если он отпинает, блять, ногами, сука, отпиздит ногами вентилятор? Слушайте, нихуя себе. Ну и постер, я говорю, в натуре. Бля, он мне так понравился. Besides, aren't you happy that you got to skip the formalities and bring chaos to the land? I'm sure you must have enjoyed that. Oh, it seems that some of your friends have arrived. О да, отпизди, сука, вентилятор ногами, пожалуйста. You're also one of the Harbingers? It's you two. I believe we've met once before. In the city of Bards, was it? I'm glad you still remember my name. Ah, right. I imagine that it must have been rather hard to forget watching helplessly as something precious was snatched away from your friend. Так, это мы адресуем к ней, чтобы она, типа, сохраняла спокойствие, чтобы она, ну, типа, это, приберегла силу на то, чтобы пиздить, сука, вентилятор ногами. Well, if it isn't you two, this is our first time seeing each other since Liyue was nearly wiped off the map. Да буквально недавно было. Если не считать то, как я видосы выкладываю, то по сюжетке это буквально недавно было. Oh, now don't say that. Sure, I may have misled you, but I never had anything against you personally. Да, Besides, конечно. I thought we were getting along quite well together, didn't you? Except for that little tussle we had at the end. Nothing personal. We just have different views, that's all. Of course, you may very well hold this against me, but that's up to you. Слушай, тебя ловко он это The придумал. real deceivers here are Senora and Zhongli. Curse them for leading me on. Так, стоп. So actually, I think... Сука, Stop дед, wasting блядь. time, child. There'll be plenty of time to chat once I'm through here. You remember the agreement, Morax. Now, if you would be so kind. The Gnosis, please. Сука, он серьезно ёбнул этого ну, бога, что ли, чего? Нихуя он импостер.
The contract is fulfilled. That which thou seeketh is now bestowed unto thee. For my promise is solid as stone. Пойму, такая, блядь, что за хуйня? How sanctimonious. Стоп, секунду. Так это... В смысле она... Я только по диалогу сейчас понял, что что-то они поняли, то что он типа... Блять, а теперь вроде что-то складывается, ну ладно. So you're the Lord of Chio? No, wait. That's an exciting twist and all, but why give the Gnosis to the Fatui? I do not give it for free. I give it as agreed upon in the contract. For it is a matter solely between the Tsaritsa and I. Yeah, you don't think you went a little bit too far with that whole fake death thing? Everyone was preparing the ceremony for you, and splat! This big dragon falls out of the sky, and all of Lyric goes into an uproar. Talk about a disaster. Gathering all the forces that had been bubbling behind the scenes, and then stirring them together in a pot that was bound to boil over. That's what he wanted to see, am I right? Wait, what? Perhaps Я it's что-то нихуя не best понимаю. that I explain. As you know, I've dwelt upon this world for more than 6,000 years. It is now 3,700 years ago that I founded Liyue together with the Adepti. Even boulders that can withstand whirlpools will erode with the passing of time. I kept convincing myself that cracks had not begun to form, and that the end of my time had not yet come. Until one drizzly day, as I was strolling along the harbor, I heard a merchant tell one of his workers, "You finished your duties. Go ahead and call it a day." I stood motionless among the crowds, asking myself, have I already finished my duties? Oh, Zhongli. But as I began to consider relinquishing my divine role, I soon discovered that many reasons still remained to not hastily depart. Was Liyue, the city I had dwelt in for so long, already prepared to enter its next age? I decided that a test was needed in order to reveal the answer. So I feigned my own death, and gathered the cast of Child, the Adepti, and the Liyue Qixing to play their roles together on the stage that was Liyue. Indeed I was. The Gnosis, which I had kept for so many years, suddenly seemed to have lost its meaning. That's right, which is why I continued to safeguard the Gnosis until now. So you mean that if the chaos ever reached the point of no return, you would simply appear and use your divine powers to bring Liyue back under control? Of course, and it would have been all too easy for him too. Как, Just as блять. a child quickly matures after losing their parents, so has Liyue matured when faced with the death of its deity. In the end, the resolution to all that has transpired was even more satisfactory than I could have hoped for. Take the Adepti, for instance. Owing to their years of seclusion, they were the least informed. Yet when faced with a crisis, they commendably showed the greatest amount of restraint possible. Not only did they manage to cooperate with the Qixing, but in the end, they even made efforts to understand the hearts of the people. Credit is also due to Signora, the emissary dispatched by the Cryo-Archon to fulfill our contract. At my request, she kept everything she knew in strict confidence. This despite the eavesdropping ears of her colleague, Child. This meant I could remain as Zhongli, even having the chance to fulfill the age-old traditions of Liyue in this mortal form. Thank you for joining me on this journey, traveler. All of these things turned out as I had planned. There is only one thing that I had not anticipated, and that was the conduct of the Liyue Qixing.
I had expected them to do no more than the Adepti, to come to the defense of Liyue. But when all was said and done, they seized the opportunity to supplant Liyue's divine protectors, and used the subsequent power vacuum left by my death to quickly gain complete control of Liyue. Нет, мне уже заебусь вставлять повсюду, где только возможно. On the contrary, I think it is excellent. I had always feared that it was too soon for them to take over from me. And it was also that which I longed for the most. As such, this is the best parting gift anyone could have given this god of old. Hey, what about me? Doesn't anyone feel the least bit of remorse for deceiving me? You've practically kept me in the dark. I think that thanks would be more appropriate. You certainly played no small part in all of this, wreaking havoc and turning the city upside down. The Lord of Geo ought to thank you for your performance, if anything. Ебанутые If you hadn't дебилы, честно created the говоря. pressure of a battle between mortals, Adepti, and a god, Я-то the lump думал, of что-то coal назревает, они resting in такие the типа hands по of рофлу, the блядь, ну Geo короче, мы тут эту хуйню Liyue замутили. would never have been able to Пиздец, become a решили dazzling устроить. diamond of a Ну а city. чё, почему бы нет? Huh? Just whose side are you on, mocking me like that? Are you itching for a fight? Угу. Be that as it may, you've come out of this as the hero of Liyue. I, on the other hand, will be forever prescribed as a disturber of the peace, no? Well then, with the gnosis Вообще, in по my сути, его никто possession, I особо и have не no видел use нигде. for such idle Он chatter. попиздился с нами в соло We should в return to одиночку и Zapolyarny Palace and съебался. seek an audience with Her Majesty, the Tsaritsa. Come, child. Ah, fine. I'll meet you there later. I'm not sharing a boat with the likes of you. Do as you wish. Отпизди вентилятор ногами, отпизди вентилятор Now ногами, then, пожалуйста. Блять, ну... is there anything else you wish to ask me? Так, а что тебе предложилось? Так, на что можно... Right! As Zhongli always told us, a good trade is a fair trade. Paimon has no idea what could be a good trade for a gnosis. Realistically speaking, there is no such thing. Huh? However, I am the god of contracts. For thousands of years, I have made countless contracts. If the deal was of no benefit, then I certainly would not be inclined to agree to it. My agreement with the Cryo Archon will be the last of my contracts as the Geo Archon. My contract to end all contracts. As for the bargaining chip that the Tsaritsa used to balance the scales, uncover that answer for yourself in your future journeys. Я нихуя не понял. Он просто типа решил такой... Я съебываю, меня все заебало, я хочу отдохнуть. Пошли нахуй. Вот, блядь, ну дед, ты реально ебанутый, блядь. Ты что творишь нахуй? Вот, блядь, ну нахуя, скажи мне. Реально ёбнутый. Paimon can't absorb so much information at once. So, Zhongli, what sort of contract did you sign with the Cryo Archon? Paimon's so curious. One of the clauses of our contract was not to divulge any of its content. Ладно. You're so petty. Ну и ладно. Пошел нахуй, я обиделся. Блять, ну не, ну как, ну... Блять, ты такой классный, блять, охуенный пиздатый мужчина, нахуй. Ну как так-то, ну... Иди нахуй. Я пошел. Пошла. Все, так, покиньте банк. Ну, пошли нахуй отсюда. Сука, зачем? Что он делает? Я не понимаю прикола. Просто, типа, я что-то не выкупаю рофлы или... В чем смысл? Типа, дата церемонии, это чего там, вознесение, что-то там, чего? Today's the day of the rite of parting. А, ой. Although the star of the show is fake, we spent so much time trying to organize it, it would Так. be a real shame not to go there now. Угу. Согласен, ща 5 сек только игра, ты там это, не хуярься, я микрофон проверю, все нормально, окей. Прям, блять, 3 кадра в секунду было видно. Так, нам туда.
Наверное. Ну, то есть... Я прикол до сих пор не выкупаю. И в плане, ну, типа, каковым, блядь, мотиву у этого ебала, что он творит? Какой смысл? Что он хочет с этим, блядь, добиться? Типа, он реально просто на пенсию хочет съебаться? Реально дед? Или что? Я, может, опять очень сильно туплю и что-то не понимаю, но... Ну, сука, какой в этом весь смысл? Мы-то, блядь, старались, тут помогали, тут вообще, блядь, это работали. А тут нате, здрасте. You know that god from the ocean couldn't have just shown up out of nowhere. I mean, it's been 2,000 years since Rex Lapis subdued it. Yes, and to think that this happened right on the heels of the incident with Rex Lapis, too. Say, Ну вот я и говорю, про do этого you ебаного think the долбоеба person никто who и не знает. assassinated our lord and released that evil god might have been one and the same? Now that you mention it, that's very possible. Yes, it's Если так very подумать, то по possible сути так и indeed. есть, только 3 I человека, mean, it all fits неважно. together. That person must have colluded with the evil god to harm Rex Lapis. Oh, that wicked, black-hearted scoundrel. Still, what sort of supernatural prowess must this person possess to be able to do such things? I have never heard of such a person in all my years. Ah, forget it. Guessing's no use to us. Look, the Millilith over there looks like he's about to make an announcement. Let's hear what the Ministry of Civil Affairs has to say first. Так, ну ладно, пойдем. Oh, well, since we're going through with this rite of parting, I guess it means that those rumors hit the nail on the head. So Rex Lapis is really... But they didn't catch the culprit, did they? Oh, come on. Do you think that the assassin could have been a normal person? You know what I think. I don't think any of the gossip on the streets you hear from those shady types is worth anything. There's only one real possibility in my mind. I've heard that the assassin was that Fatui fellow. Youngish, pretty high in rank. Ну ладно. I think they called him Child. Я-то думал, никто не Fatui. догадается даже немножко. А тут они, They блядь, certainly уже are very практически вон на suspicious. поверхности все видят. Who Сука, knows what даже those обычные greedy, челики. crooked folks... Shh! Да. Lower your voice. If the Fatui catch you in their sights, Rex Lapis won't be around to protect you this time. Как вам, блядь, повезло, что мы не из Фатуи, да? Так, послушайте объявление Мили... Ну пошли, пошли послушаем. Чё будем слушать? Hear ye all! The Chi sings words. Though a dragon soars ageless as the mountains, it too must return to dust. This is common knowledge. Gods and Adepti live glorious lives, but both light and shadow have their season. So too must they face divinely appointed trials. Rumors and hearsay abound on the streets that Rex Lapis was murdered. Now, let the truth be revealed. Having been thwarted in his trial, Rex Lapis's soul has recouped the celestial heights. He beseeches the people of Liyue to grieve not and to let not their hearts be saddened. Nor are they to believe street-born rumors or indulge in baseless speculation. Paimon needs a translation on what the Chising's announcement said. Так, So that's how they're spinning it. Something feels off. Why would they suddenly give up looking for the murderer? Not to mention how this excuse sounds like something they just made up on the spot. Could the Chising already have known that Rex Lapis wasn't dead? But Zhongli said that neither they nor the Adepti knew anything. блядь, мы так стоим, говорим, такие там челики Did такие, Zhongli о чем tell это them in поподробнее? secret after his gnosis changed hands? Exactly, right? Ooh, seems like the rite of parting has been going on for a while now. Let's go have a look. Сука, Джунли ебаный, наебер херов. Вот, блядь. А деньги он мне вернет, падла? Спиздил, блядь, все и это и съебался. Молодец, конечно. Look, it's Ningguang and Kuching. Are they saying something? Are
over? Они просто стоят. As said previously, Rex Lapis's soul returning to the heavens is the end of the contract. And it is also the end of an era. 3,700 years of contracts burnt and reduced to ash. We, the people of Liyue, were indeed prosperous. But blinded by our prosperity, we forgot that time can be pitiless. The long, unending dream of our Archon walking among us. Among Us. Now that we have awoken from our dream, we must learn to say Хуй не пиздануло, farewell. ладно. Так, Will you stand with us as we re-establish our contracts? As we build a new age of prosperity? So concludes the words of Her Eminence the Tianquan. Does Her Eminence the Yuheng have anything to add? Huh? Is she looking this way? Traveler. Yikes! She really is looking our way! Is that the traveler who they say defeated the ancient god? So young. The Liyue Qixing always repay their debts. And as you have heard, our eyes see far and our reach is long. Name your price. You deserve that much. прямая гема, прямая. Нет, стоп, отпиздите вентилятор ногами, пожалуйста. Ну, вентилятор ногами, ну, у тебя же есть желание, ну. Wow, could you help me put up some missing person posters? Я забыл вообще. Точно. Слушайте, блять, она ж брата проебала, я забыл совсем это. Блять, вот она, ты умеешь говорить, нихуя. Вот это ты даешь. Так, принять участие в церемонии Вознесения. А как нам? Блять, она так неожиданно заговорила, я, блядь, испугался, нахуй, это пиздец. Так не делать, это страшилка, охуеть какая. Так, а как? Примите участие, ну. Roping you in was possibly the most masterful move we could have made. I believe that future generations will say so too when our deeds come up for their review. Угу. Ну это просто типа с ними поболтать, ну давайте. The cleanup of the premises, managing the crowds as they exit, making an account of the rite. There's much that remains to be done. I didn't miss anything, did I? Да хуй знает. Просто поболтать с ними, ну давайте, кацин. Why you? Were you just trying to look cool earlier, or are you really that selfless? Меня интересует If you were иногда, looking for да. someone, you could have just told me that in private. Блять. В натуре. Поговорите с Джунли. Угу. Сука, наебер ебаный. А ну-ка нахуй. Ну давай, чё стоишь там смотришь? Стоишь, блядь, да? Ну стой. Ой. Я не ебу, блядь, он дебил. Зачем, типа, какой смысл просто? Hey, Zhongli! Look at this. Everyone in Liyue is caught up in their emotions, thinking that they'll never see Rex Lapis again. And here you are looking all relaxed. Why would I not feel more at ease after laying down the burden I have borne Типа for ему было прям так сложно 3,700 следить за городом или чё? Right. Типа он решил съебаться как The two вентилятор? of you can spare the time. I should treat you to a meal at the Shinya kiosk. Угу. That sounds like big talk, Zhongli. Paimon might have believed you if you were treating us to some third-round knockout, but you'd have to pay out your nose just to stand inside Shinya kiosk. Are you sure you can afford it? You're right. I do like the Mora. Так. But why would Morax lack Mora? As the Rex Lapis Morax, I can easily create Mora. But since I have chosen to walk this earth as the mortal Zhongli, I should abide by the same rules that mortals do. When I was journeying with you, though I still had the Gnosis in hand,
I knew that I must soon retire from my role as an Стоп, то есть ты archon, скамил нас даже учитывая, что ты мог за все сам платить? rehearse a little for my new life. Oh, no wonder. Paimon gets it now. You didn't look at the price tags when we were spending because you've never had to. But since you weren't used to not being able to just make more mora as and when you wanted to, you had to try becoming a parasite to society who lives off of other people's credit. Блять, мне нравится Well, как we were это... only spending который Fatui Paimon money. You don't have to say it like that. In the city of commerce, we do not merely exchange money or goods. We also exchange knowledge, memories, and foresight, as well as positions, roles, and lives. The Archon Morax could never experience life as the true mortal Zhongli could, no matter how many times he descended to be with his people. I must thank you for that. I will treasure the memories that I made as Zhongli, traveling the streets of Liyue with you. Так, это было отлично. That is true. But there is no journey that does not end. No meetings without partings. Paimon thinks that we should make a move and continue our search for the Seven. I fear that continuing your journey may be difficult. The nation that neighbors Liyue by sea, Inazuma, is presently closed. Так, вот про Inazuma я дохуя наслышан, поэтому что-то... Closed by order of its deity. The Electro-Archon Ball. And just as the people of Liyue preferred to call me Rex Lapis, she too goes by another name among locals in Inazuma. Paimon thinks we've heard that one before. Raiden? That is the case. And since Raiden is also the shogun of Inazuma, people call her the Raiden Shogun. That said, though people at the wharf were saying that the situation in Inazuma is very tense, Paimon doesn't remember that always being the case. It wasn't that bad last year. Zhongli, since you're Rex Lapis, shouldn't you know something about what's happening there? Just how did Inazuma become a closed nation? It's because of visions. Visions? When faced with circumstances beyond their control, humans often bemoan their lack of power. But if a person shows true strength of will at a desperate and fateful moment in their life, the gods will look upon them with favor. This is what visions are. Magical foci bestowed upon those who have been acknowledged by the gods. That's how people in Teyvat see it. But starting from last year, the Raiden Shogun began promulgating the Vision Hunt Decree. Vision Hunt Decree? А я опять затягиваю видос немножечко. It was an order to seize all visions within Inazuma's borders, and to inlay them upon the hands of the statue of the omnipresent god. They want to seize visions. But why? Aren't visions blessings from the gods? I should think that in the Raiden Shogun's eyes, it is precisely because they are divine blessings that they should be under the sole dominion of divinity. Whoa, that's harsh. The Animo Archon is the god of freedom, and the Geo Archon is the god of contracts. For her part, the Raiden Shogun is the god of eternity. It seems as though she has finally decided to eliminate any unstable elements that could pose a threat to her eternal realm. The fact that even I, the oldest of the seven, have now passed away, will only strengthen her resolve to pursue eternity. Knowing her, she must have again quoted that adage she is most fond of when proclaiming that decree to her people. 7 ideals for 7 gods, and of these, eternity is nearest unto the heavenly principles. All right then. Was there anything else you wish to know? Ой, бля, нам нужно бы, конечно, послушать это все. That was a good one. Failing a divine trial. Ну, бля, надо послушать сюжетчик, как только интересно. That said, the reason why the Qixing were so eager to resolve the incident and stop pursuing the culprit
was indeed because they received news in secret that Rex Lapis was not dead. I hinted as much to the Adepti as well. How did I accomplish that, you ask? Have you ever heard of this particularly convenient Adepti art known as gifting dreams and visions? All right Допустим, then. так. Was there anything else you Что wish to насчет know? Чайльда? Yeah, about that. Before the Chising made their announcement, we listened to a lot of people talking on the way. Most of them put the blame for everything on Child. These are indeed false accusations. But it remains undeniably true that Child did send people to the Jade Chamber to prevent the Adepti and the Chising from defeating the ancient god. I've heard that Ningguang is busy milking that for all it's worth on the foreign relations front at the moment, browbeating the envoys of the Fatui. Ha! Those poor Snezhnayan diplomats. If it were not for Child's exalted position as a harbinger, I'm certain that they would have shifted all the blame to him and called for his dismissal by now. All right then. Was there anything else you Насчет Цисин... Быстренько Time of послушаем the всё-таки. Adepti has long passed. If even the Liyue Chising don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Kuching is absolutely right in saying this. Now, though I did laud Ningguang's desire for power, believing this to be a good thing, and thought as a matter of course that she must have been behind the Chising's plan to take governing power over Liyue from the hands of the gods and Adepti. Could the original person who brought up the idea of seizing power have been... All right then. Was there anything else Ну и you wished насчет to know? Мора. That's right. Zhongli, now that you don't have your gnosis, what's going to happen to all the Mora in Teyvat? Since Morax is dead, are they all just gonna disappear? Also, isn't the Golden House the only mint in the entire continent? Will it even continue to work? The Mora present now will not vanish. But the Golden House will indeed have to cease operations for a lengthy period of time, since creating Mora requires the use of the Geo-Archon's power. This is terrible! We're all about to run out of Mora! The world is coming to an end! Yes, this is indeed a major issue from a financial standpoint. Ну, с другой стороны, ну, это хуя Мора, I поэтому похуй. suppose we'll just leave such troublesome matters to the Liyue Chising to debate. Блять, он гений, он просто ему похуй на все. Funds aside for yourself? Oh, a private fund. This does seem like a good, logical, common sense idea. Да, мы поняли. It's a shame. What's a shame? It's a shame that I didn't think of it at the time. All right then. Was there anything else you wish to know? Так, ну в принципе все, пошли Well туда. then, I suppose you'll have to find a way to get inside this closed nation. Have patience. I suspect that some serendipity must first come into play. Вот, сука, дед. Вот, блядь, ебанутый. Вот, сука, творит хуйню. Вот, блядь. Но весело, с ним весело. Ебанутый, ты в курсе, да? Ладно, мы пошли. Ебанутый. Ладно, давайте на этом тогда заканчивать. Я хз, что у нас получается, мы, наверное, прошли тут всю сюжеточку, я так понимаю. И нам остается дальше проходить тогда легенда о полуночном герое. Секунду. Так, можете хочет вам что-то сказать. Ну, это мы уже дальше как раз... Вау, вот это мы, наверное, первым делом сначала выполним, а потом, я так понимаю, эту Инадзуму пойдем открывать, потому что вот это мне нужно будет в первую очередь, я хочу чайник наконец-таки это открыть. Вот, я говорил, что я вот это уже знаю, что он типа есть, поэтому, да. Вот, ну и нам останется потом только вот сюда пиздовать. Каким образом мы сюда попадем? Ну, наверное, хуй его знает, как-то попадем. Вот, как-то так. Ну, собственно, неплохая такая сюжеточка. Пиздобол этот Джунли ваш ебаный.
Стоит такой, блядь, хуй важный, блядь, хуй бумажный. Кстати, а у нас ведь фотик есть, нет? Секундочку. Не, я не так хотел. Типа вот ну, блядь, типа в руки взять нельзя? Ну иди нахуй тогда. Так, ладно, все тогда. Будем на этом, пожалуй, заканчивать. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андосик. До следующего видоса. Сука, прям сюжетка. Ну, мне понравилось, честно, не буду врать. Я, конечно, зашел, блядь, в игру изначально по рофлу, а в итоге мне вроде как зашло. Короче, все. До следующего видоса и всем пока.